Если черный фломастер или строительный маркер перестал рисовать, выньте плоскогубцами верхнюю крышку маркера и капните внутрь каплю спирта или любого растворителя для нитрокраски. Но не больше, чем каплю, так как лучше потом еще добавить, если одной капли будет мало, и этот маркер вновь восстановится. Когда он опять перестанет рисовать, можно сделать то же самое, и это опять поможет. Но совсем ненадолго. Ну а если он опять закончился, тогда можно прибегнуть к более изощренному способу. Возможно, это полный бред, но оно работает. И это главное. Капните внутрь каплю универсального колера. Не забудьте хорошо взболтать пузырек. Именно каплю, то есть лучше потом еще добавить, чем лишнее сразу потечет наружу и все перепачкает. И затем капните туда же каплю воды. То же самое, именно каплю. Это чтобы разбавить густой колер. Спирт вместо воды, конечно, лучше подойдет. Надо немного подождать, чтобы наполнитель полностью впитался. И через несколько минут фломастер опять будет готов к работе. Проверим, что получилось. Мальчишка рисует что-то на асфальте. Мимо проходит прапорщик и говорит с улыбкой: «Рисуй, рисуй, Паганини». Почему я сейчас этим занимаюсь для себя? Потому что мне нужно делать разметку для сверления керамической плитки. А простой карандаш по плитке рисует так себе. Съездить за 10 километров в магазин из-за одного фломастера – это каждый сможет. А вот мне совсем не хочется. Тем более, что снег идет уже вторые сутки подряд, не останавливаясь. И буксовать на машине мне совершенно неохота. Быстрее будет старый фломастер реанимировать. Мы же не ищем трудных путей, а всегда выбираем что-то полегче и поинтересней. Если нет колера, подойдет тушь. Сейчас быстренько испытаем на другом старом маркере. Капнул для начала 5 капель туши, так как маркер довольно массивный. Для этого использовал пластиковый пузырек из-под каких-то лекарственных капель. Не помогло. Наверное, слишком старый и высохший этот фломастер. Добавил пару капель спирта. И в итоге мне пришлось залить в него целых 20 капель туши и 10 капель спирта. Только тогда, спустя целый час, способ сработал. По крайней мере, для разметки на керамической плитке такой восстановленный маркер вполне подойдет. Вывод. Для каждого маркера своя дозировка. И тушь лучше сильно не разбавлять, а главное, сразу не лить в маркер по много колера и растворителя. Рисуй, рисуй, Паганини. Обращаюсь ко всем подписчикам и гостям канала для себя. Спасибо вам большое. Благодаря вам и вашему вниманию наш канал сейчас активно набирает обороты. Все фрагменты, которые вы сейчас видите на своем экране, это части выпусков на темы, интересующие большинство подписчиков и гостей канала. И это далеко не все, что уже отснято. Идет работа над новыми, интересными и разнообразными темами и идеями. Вас ждут выпуски о том, как, например, спасти ваш участок от птиц, которые съедают ваш урожай. О том, как обслуживать локальную очистную станцию, то есть септик для вашего дома. Про строительство навеса для вашего автомобиля. Как и чем лучше выкопать круглую яму для дренажного колодца и узкую траншею для прокладки трубы или электрокабеля. Как повесить гардины для штор, про бетонную отмостку во дворе и лак для ее покрытия. Как избавиться от старого пенька на участке или вынуть металлические трубы, забитые глубоко в землю. Про рыбалку и про чистку рыбы. Про теплицу на огороде. О том, как обслуживать гидроаккумулятор для водоснабжения дома. Про свою баню на участке. Тема наливных полов в помещении тоже есть. Все это и многое другое еще не опубликовано. Но основной материал уже отснят прошлым летом и ждет обработки и монтажа. Надеюсь, что контент канала поможет всем нам в эти кризисные времена. И именно от вашей активности сейчас напрямую зависит дальнейшее развитие и продвижение канала для себя. Задавайте вопросы, делитесь своим мнением и опытом, критикуйте, подсказывайте, давайте советы, предлагайте новые темы и идеи. От вашей активности зависит обновление и содержание нашего канала.
До скорых встреч на YouTube.